Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы начинаем проходить игру The Painscreek Killings. Убийство Пейнскрика. Я не знаю, Пейнскрик это может быть город, может быть... Ну, сейчас узнаем, все нормально. Я так понимаю, это что-то детективное. Эта игра стремится подражать в определенной степени реальным расследованиям дела об убийстве. Вам нужно будет тщательно обыскать каждую локацию, найти улики, чтобы продолжить и использовать свои навыки наблюдения, дедукции для раскрытия тайн. Мы рекомендуем делать свои собственные заметки или пользоваться камерой в игре. Игра автоматически сохраняется каждый раз, когда вы входите на локацию. Если столкнулись с ошибкой или проблемой во время игры, например, застряли за мебелью или были вытеснены из игрового мира, просто используйте кнопку «Перезагрузить меню», чтобы переместиться обратно к входу в локацию. Ваша игра продолжится оттуда вместе со всем найденным до этого момента. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. Вы поняли. Это мы сейчас проверим. Привет, Дженет. Значит, шеф поручил тебе мое задание. Надеюсь, это не помешает твоим планам на выходные. В любом случае, он сказал мне позвонить тебе. Помнишь убийство, которое произошло несколько лет назад и не было раскрыто? В Пейнскрике, где была убита жена экс-мэра. Ну, скоро городок будет продан с аукциона. Так что у нас не так много времени, чтобы раскопать что-то, имеющее отношение к делу. Что ж, посмотрим, что ты сможешь отыскать. Надеюсь, найдется что-нибудь стоящее для публикации. В любом случае, береги себя. Увидимся в понедельник. Окей. А так надо, что я ничего не вижу? Черный экран, так и надо. Hartford Times. Кто убил Вивиан Робертс? 3 августа 1991 год. В 1995 году Вивиан Робертс, успешная бизнес-леди, жена местного мэра, была убита. Ее тело было брошено прямо перед ее же домом. Дело не было раскрыто, а убийца не был найден. По слухам, частный детектив некоторое время вел это дело в Пейнскрике, но при этом мало что известно. На прошлой неделе произошло известие, что большая часть графства Пейнскрик будет продана на аукционе. Мы хотим снова осветлить историю и попытаться выяснить следующее. Первое, кто убил Вивиан Робертс. Второе, что явилось мотивом. И третье, каково было орудие убийства. Чтобы история была опубликована, будьте добры, предоставьте обнаруженные доказательства, фотографии для главной страницы. Ричард Харрис, главный редактор. Не забудь принести камеру. Доказательства, фотография. Не забудь принести камеру. Мышка, осмотреться. Спасибо большое, чтобы... Я понимаю. Окей, хорошо. Окей, я люблю всякие такие бродилки, там, где нужно чисто ходить, рассматривать каждый закулок, потому что, кажется, на окне что-то есть. Это может быть важным. Аванпост шерифа. А где ты видишь на окне? Вот здесь? Использовать камеру, приблизить. В смысле, использовать? Неизвестный замок, ворота кладбища. Так, приблизить. Сделать фото. Сделала фото. Зачем? Ну ладно. Камера очень полезна для фиксации чего-либо важного для вашего расследования. Так, посмотреть. О, удали. Не. Обзор? Да, удали я сделаю получше. Мне не нравится картинка. Давай заново. Ну его нафиг. Давай еще раз. С. Оба-на. Оба-на. Вообще отлично, супер классно. Можно это взять? Нельзя? Сюда зайти? Подожди, а что ты говоришь? Кладбище? Какой-то неизвестный замок на кладбище? Ага, окей, вот так вот у нас. Интересно. Про игру я ничего не знаю. Как обычно, я забыла выключить. Я забыла почитать. И не собиралась, наверное, в общем-то. Некоторые включатели не работают. Найди другой способ лучше видеть в темноте. Прикол. А у меня есть типа... О! Инвентарь. Мое журналистское удостоверение. Обзор. Приблизить. Положить. Дженет Келли. Прекрасно. Раз прекрасно. А назад как мне выйти? Совершенно новая камера с объективом 2,1 мегапикселя выдана компанией. И описание задания. Понятненько. Инвентарь у меня есть. Да только... Свет. Свет есть тут? Закрой. Нет света тут. Открой. Открой. Света нет. Это плохо. Я ж ничего не вижу вообще от слова совсем. Да, и пофигу, ладно. Так тоже не вижу. Ничего страшного сейчас. Фонарик. Почему L? L? Почему фонарик на L? Удивительные вещи происходят. Ну, ладно. Что маем, это маем.
Что это? Непонятно. Ну-ка, выруби фонарик, он мне сейчас не нужен в целом. Левый... Ну, понятно. Присесть на корточки. Тут мне надо где-то присесть. Что ты хочешь? О, ключ! Какой деск? Какой стол? Вот этот? Департамент шерифа штата Ньюленд. Ну, короче, тут нам надо прям хорошо тыкаться во все, что мы видим, и собирать все, что тоже мы видим. Передислокация рабочей силы. Уважаемый шериф Джеймс Говард, в связи с уменьшением населения Пенскрика в последние годы мы приняли решение перераспределить трудовые силы, направив их в более важные места. Мы информируем вас о том, что вы переведены в округ Каунти, начиная с 14 мая 1998 года. Пожалуйста, отчитайтесь о прибытии не позднее 12 мая 1998 года. Неважно. Ричард О'Коннелл. Ты кто? Журнал есть. Содержимое записано. Письмо-документ. Дневник, газеты, письмо другое. Что еще у нас есть? Вот это. JLK, может быть. М-карта, может быть. Карта есть, но карты как бы еще и нет. Ну, стандарт, в принципе. А что мне вообще фоткать надо? Потому что тут как бы можно много чего пофоткать, по сути, но... Lost found. О, найдите замочную скважину или замок. Я могу все это пооткрывать? Ну как? Я-то могу, но оно-то закрыто. Опа. А ну-ка покажи. Нет, не то. Инвентарь? Нет, не инвентарь, подожди. Вот. Но это на кладбище какой-то пароль. Причем тут кладбище? Это не кладбище. Привет, это Стивен. Просто хочу убедиться, что посылка отправлена. Еще раз, я в гостинице Энны. Любая дополнительная информация будет полезна. Спасибо большое, поговорим позже. Окей, пока что ничего не понятно, но очень интересно. Да и в принципе пофиг. Кто ты? Скотт Брукс, сын пастора Троицкой церкви Пейнс-Крика, подозревается в убийстве Вивиан Робертс. Мы можем видеть его фотку на заднем плане. Свидетель сообщил, что видел подозреваемого, убегающего с места убийства поздно ночью. Полиция задержала Скотта Брукса вчера днем. Он жил в охотничьем домике Робертсов у тропы. По словам свидетеля, который пожелал остаться неизвестным, когда он возвращался домой 19 июля около 23:50, он увидел, что Скотт очень быстро уходит от особняка Робертсов, направляясь вниз по бульвару Сильвер-Лейк. Хотя Скотт выглядел расстроенным, свидетель не посчитал это подозрительным, пока несколько дней спустя не наткнулся на газетную статью об убийстве Вивиан Робертс. Чувствуя неловкость по поводу всей этой ситуации, он позвонил в полицию. Вскоре после звонка полиция прибыла в хижину Скотта и расспросила его о его местонахождении в ночь смерти Вивиан. Скотт сказал, что встречался с ней той ночью, но не имеет никакого отношения к ее смерти. Позже Скотта доставили в участок для дальнейшего допроса. А я не знаю, мне это все нужно оно у меня содержимое записано, мне, наверное, это не нужно фоткать. По идее. Тут что? Стикосы. Открой. Открывай. Что это? Дневничок. 30 июля 95 год. Похороны Вивиан Робертс состоялись сегодня днем. Присутствовали Бернард, Дворецкий, Дороти, главный слуга, Дерек, семейный шофер и его мама Ванда, которая борется с раком. Муж Вивиан Чарльз пришел со своей дочерью Тришей. Чарльз не произнес ни слова. Он был тихим, большая часть города приехала, отдала дань уважения на похоронах. В середине церемонии Триша начала громко плакать. Дороти отвела ее в сторону, и плач стих. Я заметил, что Дороти выглядела уставшей. Должно быть, заботиться о Трише было нелегко, у нее было много срывов. Я не могу ее винить. Потеря матери и обвинение ее парня в убийстве, должно быть, сказались на ней. Мне жаль всю семью. 6 сентября 95. Город Пейнскрик быстро становится городом-призраком. Население резко сократилось за эти годы. С тех пор, как произошли смерти, кажется, что больше и больше людей стремятся покинуть этот город. Грустно видеть, что когда-то оживленный город стал тем, чем он является сейчас. 2 декабря 95. Прошло почти 6 месяцев с тех пор, как Вивиан была убита. Ее смерть все еще беспокоит меня. Почему она была убита? Каковы были мотивы убийцы? Она была тем, кто заслужила любовь и уважение общества, и ни один из ее сотрудников, ни один житель Пейнскрика не получил никакой выгоды от ее кончины. Это бессмыслица. 20 февраля 96. Общественная больница Пейнскрика официально закрыта, остальные пациенты были направлены в другие больницы, которые будут оказывать им соответствующие услуги. Честно говоря, тяжело смотреть, как они уходят. Интересно, придет ли день, когда меня переведут куда-нибудь еще? Окей.
Окей, подожди. Ну, блин, в самом начале немножко тяжело ориентироваться, потому что нужно хорошо все знать. 99. А в 95-м ее убили. А как использовать то, что у меня в инвентаре? Ой, не то. Ключик. Использовать. Обзор. А как использовать-то? Я хочу использовать. Вот замочная скважина. Разблокировать. Ага, открыть инвентарь надо использовать. Хе-хе. Похоже на ключ от старых ворот. Это нам надо. Джеймс Говард, департамент шерифа Пейнскрик. Отчет по делу об убийстве Вивиан Робертс, 6 августа 1995. Цель этого отчета – предоставление новой информации по делу Вивиан Робертс. Скотт Брукс, единственный подозреваемый в этом расследовании, был арестован через несколько дней после того, как было обнаружено тело Вивиан. Согласно расследованию, кто-то видел Скотта примерно в 23:30 близ леса к северу от особняка. Да, это то, что мы читали. Во время поисков дров для костра двое охотников услышали крик. Они заметили, как Скотт и Вивиан ругались. Однако были слишком далеко, и тем их перепалки не услышали. За 6 месяцев до смерти Вивиан Скотт был уволен из особняка. Причиной увольнения, со слов Вивиан, стал факт того, что Скотт плохо работал, вел себя агрессивно. Также известно, что Вивиан запрещала Скотту посещать особняк, видеться с Тришей, у которой были близкие отношения с ним. На данный момент мы усердно занимаемся расследованием. Скотт – главный подозреваемый в убийстве Вивиан. Ну, конечно же, это не он. Я так понимаю. Полагаю. Опа, ча, поднять. А зачем я это поднимаю? Зачем я это подняла? Вот и я не знаю. Это зачем-то нужно было поднять? Зачем это подняла? Я хз. В чем смысл? Я сфоткала, я не знаю, зачем это мне, потому что я не знаю, зачем я ее даже подняла, но... Окей. А у меня батарейка на фонарике может сесть? Я просто так бы с ним ходила постоянно, потому что почему нет? Опа! О! А где мы? А где мы? Вот кладбище вижу. А мы где? А, вот мы вот здесь. Мы в аванпост шерифа. Вот тут мы. Ого, большая, ну, интересная карта у нас. Карта мы, да. Карта у нас хорошо. Как обзор? Ага, обзор. Понятно. Что дальше? Пропал. Кафе Мун, дорога Блэк Пайн, 35 Пейнскрик, штат Ньюленд. Приглашаем вас попробовать наше обширное изысканное меню. Наши латте лучшие во всей стране. У нас очень дружелюбный персонал. Обед и ужин всего за $9.99. Специальное предложение в рамках партнерства с гостиницей Энны. Вы можете показать нашим бариста гостиничную расписку или же номерок и получить бесплатную чашку нашего фирменного лунного латте. Пропал Джошуа Тейлор. Ноябрь 1989. Возраст 13 лет. Джошуа Тейлор, то есть он сейчас уже взрослый. Пол мужской, раса смешанная, волосы рыжие, глаза карие, 52 рост, 36 кг. Последний раз замечен на детской игровой площадке. Если вам что-нибудь известно, пожалуйста, свяжитесь с шерифом. Переулок Пебл 4, через реку на игровой площадке. Был одет в свою любимую синюю куртку, имеется шрам под левым глазом. Шрам под левым глазом тоже надо запомнить на всякий случай. Вивиан Робертс. Успешная деловая женщина, жена экс-мэра, была найдена мертвой перед своим домом. Третья смерть в Пейнскрике менее чем за год. Вивиан Робертс, жена экс-мэра Чарльза Робертса, была найдена мертвой в своем доме по адресу аллея Мейпл 1, Пейнскрик. В 7:15 Мэри Мартинес, горничная, работающая в особняке, собирала утреннюю газету, когда увидела тело Вивиан. Она немедленно позвонила в 911. Вскоре прибыл шериф Пейнскрика Джеймс Говард, и жертва была объявлена мертвой. Время смерти было оценено в районе между 11 вечера и часом ночи. В настоящее время тело находится в офисе коронера в ожидании вскрытия. Люди из Пейнскрика начали оплакивать ее, свечи и цветы ставили у ворот перед ее домом, где ее нашли. Вивиан действительно была человеком, которого многие уважали и обожали. Ее успех в бизнесе, преданность семье и любовь к людям Пейнскрика являются непревзойденными. Ее будет не хватать. Понятненько. Подожди, шериф Джеймс Говард. А ты кто? Джошуа Тейлор. Нагребать. Хорошо. А как мне открыть вот это вот место? По замочной я, конечно, могу чисто по фану 11:31 попробовать, но это не тот. 11.
Да, это не то. Не работает. Понятно, понятно. А где я могу найти? Не работает. Ну ладно. Найду позже. Закрыто. Ах, жаль. А что у меня в инвентаре? Вот это... Ключ от старых ворот. А может, это ключ от вот этого? А где тут замочная скважина? Оно автоматом открывается, наверное, да? Точняк. Опача. Меня вытеснили. Меня вытеснили. Так, ну тут ничего нет, в общем-то. Ничего нету. Как это открыть, я не знаю. Да и тут, в общем-то, тоже ничего не видно. Поэтому ладно, пофиг. До свидания. Мы сюда еще, возможно, вернемся, так что... Да. Так что да. Короче. Окей. Мы достали ключ от вот этих ворот. И мы сейчас, получится, карту мне дай. Аванпост шерифа, где речка, вот она. Мы заходим сюда. Это река Пейнс-Крик. Не туда, это охотничий. А вот назад я могу пойти? Мне просто чисто интересно стало. Типа, ну, допустим, я не хочу. Я не хочу расследовать дело. Все, я ухожу. Вы хотите покинуть Пейнс-Крик? Игра перейдет к концу. Нет! Нет! Грыбать. Вон. Ладно, принято. Понимаю. Хорошо, значит, другое давай. Мы сейчас аванпост и пойдем с вами куда? Пойдем на кладбище, сразу направо пойдем. По улице Кловер. Короче, по правой стороне просто пойдем, да и все. Правильно? Интересная система, механика открытия двери, конечно, ну ладно. Окей. Бег. Понимаю. Вот сюда. Обучение, говорит, завершено. Спасибо. Так, я могу везде заходить, что ли, прям вот? Типа, я могу в каждый дом зайти или что? Улица Кловер. Я сейчас на улице Кловер. А, или это гостиница? Да фиг его знает, я зайду. Я не зайду. Дальше. Хобана. Хобана, это что, удочка у вас тут? Ну, взять ее, собственно, не могу, так что ладно. Опача, 7. Закрыто. А окно можешь, слушай, выбить? Тут, я так понимаю, люди не живут, так что вообще пофиг. Угу. Ага, закрыто. О, что это? А включи. Я не знаю, что это включится, но... Я тыкаюсь везде, где могу, чтобы понять, как пройти куда-нибудь. Так, ну тут надо вот это вот все с помощью чего-то открыть. Или просто оно не открывается, а это типа фон, чтобы было. Ой-ой-ой, ты чего? Возьми себя в руки. Очень странно смазанная игра, чтобы вы понимали, да, она у меня тоже она, короче, смазывается по бокам, типа, так надо. Ну, ладно, я не знаю, так надо. В поисках открытых дверей. Ну ладно, я помню, что мне по правой стороне, поэтому я иду по правой стороне. Сильвер Лейк. Там что? Кловер-стрит. А ну покажи. Вот я сейчас на Кловер-стрит, Сильвер Лейк. Если я пойду сюда. Это если я пойду сюда, да? Я найду... Открой. Не открой, значит. О! Церковь. Церковь? А, вот, Троицкая церковь, да, это вот здесь. А кладбище находится как раз вот здесь, что ли? Да, вот оно. Смотри, я могу открыть? Я могу открыть. Нет, не могу. Жаль. А вообще не могу. Да разбей стекло, я хз. Это покинутый город. Рассмотреть. Уже разблокировано. А кто разблокировал? А тут чего? Тимоти Сандерс. Эндрю Рид. Ага, ну я не знаю, какой смысл нам читать эти все вот эти.
Так, их просмотрим немножечко. Тут закрыто, открыто. Магдалина Робертс. У меня какой-то код есть от кладбища. А какой код? Это код, что ли, на вот эту дверь главную? Она мне не нужна. Ну, короче, тут просто кладбище. Хз, это что? А тут кто? Хз. А здесь что? Тоже хз. Кладбище, ладно. Кладбище пока не ясно, но интересно. У меня в инвентаре что? Это то же самое. Это я открыть не могу. Это, наверное, где-то, возможно, там. Ну ладно, пошли полазим. Идем лазить. Пошли в церковь, раз уж мы здесь. Церковь. Окей. Закрыто. Здесь. Сука, заколочено. Это церковь, открой. Пойди! Почему закрыто? А где у вас открыто? Здесь? Нет? Закрыто. Прикиньте, а чего у вас все закрыто? Как я должна зайти, если у вас закрыто? Это жесть. Вы здрасте, приехали. Вы же в курсе, что я потеряюсь просто сейчас? Что тут? Закрыто. Тут. Закрыто. Ну, пиздец. Открыто. Закрыто. Ну, капец, а как открыть? Это место я видела, да. Да, я помню, значит, пойдем дальше сюда. По-моему, я только что тут была. Опа. Нет, не была. В смысле, да, была. Идем дальше. Капец, я ищу хоть что-то открытое. Ура, ворота открыты. А тут заколочено. Я тыкаюсь везде, где могу, потому что надо найти, куда зайти. Еще раз, у меня в инвентаре ничего нет, понятно. Ну, ничего важного. Ну, то вот так вот и будем ходить сейчас. Тыкаться в двери. Ладно, где я? Сильвер Лейк. Это где? Это вот здесь, что ли? И... Да уберись. Да уберись. Мапу. А можно это убрать? Сильвер Лейк, вот. Мапл, вот. Я вот здесь, что ли? Городок, особняк мэра. Где особняк? Там или тут? Вот здесь, наверное. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Симулятор ходьбы у нас тут, все нормально. Опа, чаша, заходик такой. А это что? Давайте попробуем открыть, она вряд ли откроется, поэтому пойдем вниз. Я вошла. О боже, я кудись вошла. Что за место хоть? Это особняк мэра по-любому, да? Автосейв. Ой, большой особняк, слушай. Мэрский, реально. Давайте полазим сначала тут. На улице. Блин, спасибо, что двигаешь меня. На улочке полазим. Агась. А в окошко можно заглянуть. Я так понимаю, в городе вообще никого нет. Он тупо город-призрак, да? Не знаю, мне было бы стрёмно в таком городе ходить. О, записка какая-то. А, все, капец. Ну, это вроде не хоррор, так что ладно. Но мне все равно было бы стрёмно ходить в таком месте самой. Типа тупо целый город. Хоть и небольшой городок, но стрёмно. Закрыто. Хорошо, хоть бегать можно. А чё на постоянке нельзя бегать? Закрыто. Какой-то код. Какой-то код. 11:31 я попробую, но это точно не то. Я просто так пробую, ну, чисто на всякий. Ну, конечно. Ну, конечно, это не работает. Все, отстань. Я поняла, что это не работает. Интересно, как я должна раскрыть это дело, если полиция его не раскрыла, а я сейчас грабать раскрою сразу. Да Винчи. Ну, окей, да Винчи так да Винчи.
Тут что? Угу. Угу. Гаражи типа или что? Ладно, сейчас пойдем внутрь. Я просто не могла не обойти это все, что тут есть, потому что я не могла. О, отлично, зайдем здесь. Так, включи мне свет. Что мы ищем тут хоть? Все, что можно. Дневник. Мэри Мартинес. 24 мая 93-го. Я здесь уже почти 3 месяца. Все относятся ко мне хорошо. Многие здесь работают давно, а некоторые уже 30 лет. Дороти, наверное, самая старая горничная здесь. Она очень милая и отвечает за всех горничных. Дороти всегда угощает меня закусками. Еще один старик, вероятно, Бернард Дворецкий. Он такой серьезный, не думаю, что когда-то видела, чтобы он улыбался. 2 июня. Дороти и Бернард мало разговаривают друг с другом, однако они незаменимы, когда дело доходит до потребностей Чарльза и Вивиан. Думаю, именно поэтому они здесь главные. Я заметила, что Чарльз и Вивиан тоже редко бывают вместе, даже когда они вместе дома. Они не кажутся счастливыми. Что происходит? Чарльз и Вивиан. Так, 13 июня. Вивиан проходила мимо, когда разбила вазу. Должно быть, я очень нервничала, потому что простояла там бог знает сколько. Я думала, она будет ругать меня или даже уволит. Вместо этого Вивиан пригласила меня на чай. Она спросила о моих родителях, о том, чем я хочу заниматься в будущем. Я сказала ей, что надеюсь когда-нибудь открыть свой собственный магазин. Вивиан ответила, что я смогу заняться, чем захочу, если буду усердно работать. Как и я, она была бедной. Теперь Вивиан успешная бизнес-вумен. Я надеюсь когда-нибудь стать похожей на нее. 6 июля. Ванда больна, я слышала, у нее рак. Прошло 2 месяца с тех пор, как я взяла на себя ее обязанности. Ее сын Дерек остается с ней, когда он не едет за Чарльзом. Мне их жаль, к счастью, мистер Робертс помогает им финансово. Я молюсь, чтобы она скоро поправилась. 14 октября. Эндрю накричал на меня за то, что я хожу по траве, хотя я была уверена, что на этот раз я не наступала на нее. Он все равно все время пьян. Скотт сказал мне не обращать на него внимания, и я не знаю, как он мог быть таким терпеливым, всегда заботясь об Эндрю и покрывая его рабочую нагрузку. Я бы предположила, что Скотт сын Эндрю, если бы не знал, что отец Мэтью усыновил его много лет назад. Он такой милый и талантливый, не говоря о том, какой красавец, если бы только он был свободен. Господи, что происходит тут? Опа. Открыть. Не? Ну, мне, даже если там ничего нет, мне доставляет удовольствие открывать шкафчики, потому что прикольно. Потому что я люблю тыкаться во все подряд. Так. Не, сначала мы будем на 1 этаже. Включи свет. Свет. Вот так вот, да. Ой, какой дом, блин, а как же я тут не потеряться бы? Там что-то лежит. Там что-то лежит. Да? А, это скатерть. Ну ладно. Наверное, фонарик закрыт. Пенали тут закрыто. Наверное, фонарик не может сесть. Ага, 2 этаж опять. Не-не-не, я должна проходить сначала на 1. Картины. Галерея, короче. Книга? Чарльз, короче. 14 марта 93. Мы ходили на охоту сегодня днем. Скотт быстро учится. И у него хорошие манеры. Я сказал ему называть меня Чарльзом, но он продолжил говорить, что лучше назвать меня мистером Робертсом. Он почти поймал оленя со 2 попытки. Если он продолжит в том же духе, я возьму его вместо Бернарда в качестве партнера по охоте. 11 июня 93 года. Интерес Триши вполне очевиден. Он красивый молодой человек, уважает других. Мне все равно, какой у него статус. Ничего плохого нет в том, что он сирота. Даже если есть, то это вина его родителей. Я знаю, что он нравится Трише, я тоже полюбила его. 27 августа. Сегодня годовщина смерти мамы. Прошло уже 18 лет. Я отдал дань уважения на ее могиле. Блин, что ж такое? Вивиан было нехорошо, и она не смогла пойти, так что я попросил Скотта сходить со мной. Он принес свежие лилии. По его словам, лилии означают, что душа умершего упокоилась.
Иногда я чувствую, что он мне как сын. О чем я думаю сейчас, так это о той странности, что Вивиан постоянно болеет в это время года. 8 сентября. Я знал, что наши отношения уже не будут такими, как раньше, ведь Вивиан поменялась с тех пор, как узнала об измене. Однажды во время ужина с друзьями она пошутила, что все политики из одного теста, и убедилась в этом лично. И иногда мне ее жаль. Я думаю, она осталась только ради Триши. Она хорошая жена и мать, я благодарен ей за это. Ах ты! Короче, вы поняли, да? Что? Зачем? Ой, у меня такая картина висела дома, только она у меня была не картиной, а из ткани вышита вообще. Огромная такая наполовину стены. Реально наполовину вот такая вот. Короче, неважно. Это зачем-то нужно? Тут что-то, какая-то задача есть с этими? Или это просто галерея по фану? Я не знаю. Мы не узнаем. Ага, второй этаж. Блин. Да, время заканчивается как-то быстро. Ничего тут нет? Опача. О. 16 октября 1973 год. Давно. Дорогая миссис Робертс, от лица Джексон Левис мы благодарим вас за наше назначение в больницу Пейнскрика в качестве поставщиков медицинских услуг и препаратов. Некоторые могут связать это обстоятельство с вашим мужем, мистером Чарльзом Робертсом, мэром города, рассмотреть как попытку усиления его политического статуса. Однако, с другой стороны, это крайне выгодно для нас, ведь вы поддерживаете нас материально, чтобы мы продолжали исследования и заботу о пожилых пациентах. Детальную информацию контракта вышлем позже. Пожалуйста, посмотрите бумаги, подпишите их и пришлите обратно к концу недели. Спасибо искренне, ваш Эрик Кэмпбелл. Так, а ну открой. Ну, ладно, не работает. Что тут? У меня уже есть. Ну, раз есть, то пусть ладно. А что, может, он сесть может или что? Зачем мне еще один? Вестник Пейнскрика. 13 июля 1995. Доктор Генри Джонсон был найден утонувшим в автомобиле на дне озера Черри-Крик. Крик озера Черри-Крик. Что? Тело находилось в воде 15 дней. Вчера днем на дне озера Черри-Крик была найдена бордовая машина. Пловец, который предпочел остаться неизвестным, сказал, что когда нырял в озеро, увидел красную машину, что блестела на дне. Он подплыл к машине и был потрясен, увидев тело на водительском сиденье. Сразу после вызвал полицию. Через 3 часа машину вытащили из озера и тело опознали. Это был доктор Генри Джонсон. Согласно полицейскому отчету, тело пролежала в воде от 10 до 15 дней. Общественная больница Пейнскрика подтвердила, что доктор Джонсон последний раз отмечался 28 июня 1995 года. Персонал больницы предположил, что он покинул Пейнскрик в деловых целях, над которыми доктор Джонсон, как известно, работал конфиденциально. Заявление о пропаже не подавалось. Но это хорошо, что у меня все записывается, потому что я уже все забыла. Кто это такие? Блядь, кто это такие? Это ваша семья? Окей. Хорошо, ладно, хорошо. Давайте сюда пойдем. Это у нас кухонька. Опа. Что это, Флот? Цветы. Цветочки. Я не знаю, вряд ли я найду что-то на кухне, но поискать стоит. Опа. Все, кто занимается доставкой еды в церковь по субботам, пожалуйста, закрывайте все двери, оставляйте ключ под цветочным горшком, прежде чем уйти. Церковь. Ключ под цветочным горшком. Ключ под цветочным... Не то? Ключ под цветочным горшком. Как сделать? Ага. Оба-на. Это важно, чтобы не забыть. Сфоткала. Ключ под цветочным горшком. Это нам нужно. Поча. Там ключ какой-то. Дайте мне ключ. Ключ от комнат в особняке. Прекрасно. Список покупок для дня рождения Триши. 3 упаковки воздушных шаров, свечи, новые сервировочные салфетки, разрыхлитель, яйца, клубника. Окей. Что-то еще?
Видите, не так уж и бесполезная кухня. Не такая уж и бесполезная кухня, в общем-то. Капс. Окей. Стаканы так стаканы. Адиос? Окей. Ну, хорошо, ладно. Можно мне открыть это? Можно? Что мне мешает? Стулка? Ну, ладно. Я думаю, тут мы все просмотрели. Пошли дальше. Ключ от двери. Слушай, а давай вернемся, попробуем открыть дверь, которая вот здесь была. Или вот здесь. Нет, вот здесь. Вот здесь. Просто чтобы открыть. Да? Не работает. Слышишь, а ты от чего тогда? От каких ты этих кодов-то? Больше ничего нет. Ладно, ладно, другое. Значит, другая дверь. Вообще нам нужно заканчивать, но... Ну, давайте осмотрим уже этот первый этаж. Я думаю, тут не так уж и много осталось. Тогда закончим. Влиятельный гражданин. Вивиан Робертс. Я не знаю, это мне сфоткать может или что? Я, наверное, сфоткаю. Я просто не знаю, что мне нужно, не... Убери, пожалуйста. Нужно, не нужно, а тут что? Ну, тут награды, понятно. И тут тоже. Это вход, который я просто открою. На второй этаж мы пока не пойдем. Свет у нас тут не работает. Ага, подожди. Здесь? Чего? А здесь закрыто, а ну-ка. А где? А где скважина замоченная? Да, блин, я постоянно забываю, Найл. Так тут же нет замочной скважины. Окей. Ну что, пойдемте. Да, еще вот сюда сходить нужно. Свет? Свет? Нет? Без света. Блин. Без света, понимаю. Библиотека. О, второй этаж. Взяли. Карта второго этажа. Раз прекрасно. Раз прекрасно просто. Я, конечно, без карты справилась. Ну да ладно. А что это за комната? А какие у меня тут есть? Покажи мне, знаешь что? Покажи мне фотки. Нет, покажи мне фотки. Посмотреть фотки. Ага, вот так. Обзор? Где? Июль 24 1979. 24 1979. 24 1079. Поняла. 24 июль, да? 07. Нет. Я хз, ладно, пофиг, потом поищу. А, так это получается весь этаж. Ну, кажется. Хотя еще где-то я видела стул. Точнее, не стул, а стол. И там лежала... Это было где-то возле окна. И там лежал на полу... Бумажка лежала. А где это было? Вопрос, конечно. Реально не знаю, где. Здесь, не здесь, да нет, не здесь. Окей, ладно, давайте тогда на этом закончим и продолжим в следующей серии. Я постоянно забываю, как тут выключить. Я тебя вот сниму на заставочку, потому что почему бы и нет, такой солидный человек. Вот так. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.